Всем привет! Сегодня мы посетим Рижское военное авиационно-инженерное училище имени Якова Алкснеса. С 1967 по 1993 годы здесь готовились инженерные и научные кадры для советских военно-воздушных сил. Огромное заброшенное здание впечатлило меня своей красотой и порадовало крутыми находками. А после мы поисследуем заброшенные советские самолеты. Приятного просмотра! Сегодня хочу показать вам одно очень интересное место. Все окна на первом этаже оказались заколоченными, но я нашел пожарную лестницу и по ней пробрался сразу на 3-й этаж. Под ногами осколки. Вау! Один из учебных классов, наверное. Коридор невероятно длинный. Я думаю, метров 100 в длину. Вау! Какой красивейший потолок. Пока что все помещения пустые. И периодически попадаются граффити. Здесь, возможно, была картина, а на полу валяются вот такие элементы интерьера. Парты, амперметр, вольтметр. На полу лежат газеты. Известия Советов народных депутатов СССР. Цена 10 копеек. 1991 год. Неужели это все так давно заброшено? Труды преподавателей кафедры. Здесь, наверное, были нормативы. На каждую оценку свой норматив. Военно-специальная дисциплина. Но главная лестница — это, конечно, произведение искусства. Просто посмотрите на эту красоту. Здесь еще, наверное, раньше были картины в этих рамках.
Так, второй этаж. И снова этот длинный коридор. Здесь десятки помещений, но все они пустые. Хотя, если здание действительно стоит заброшенным еще с 90-х годов, это и не удивительно. Фотография, возможно, как раз одного из летчиков. КОС. Что бы это могло значить? Так, снова это роскошная лестница, а мы спускаемся на первый этаж. Вроде чисто. Это похоже на главный вход. И лестница, ведущая вниз. Здесь, возможно, сидел дежурный. А что же было внизу? Подвал? Нет, это гардероб. Интересно, как все это выглядело, когда работало. Опа! Датчик движения провтыкал я. Но он очень старый. А пульта вообще нету. Здесь заколочены все окна. Можно светить фонариком и не бояться, что кто-то заметит. Что это? Какая-то электроника. И видно, ее кто-то разбирает. Амперметры, учебные пособия. Победа достается трудно. Государственные стандарты на РИП. Здесь, похоже, просто склад мебели. Точнее того, что от нее осталось. Это шасси от автомобиля, что ли? 4 колеса, руль. Может, это учебное пособие было? Здесь снова что-то есть. Лабораторные работы. Переключатель термопар. Но опять же, все уже разобрано. Телевидение и радио в 11-й пятилетке. Вижу уже что-то интересное. Фотографии. Сталинград.
Каждый дом — крепость. Они пойдут в бой коммунистам. 1942 год. Залп главного калибра. Это, наверное, о событиях Второй мировой. Вот самолет. Над предгорьями Кавказа. Берет верх тот, у кого величайшая техника, организованность, дисциплина и лучшие машины. Лозунги тех лет. Документация. 92-го года. И еще военные лозунги. Нигде так не закаляется воин, как в поле на учении. Здесь много всего. Кому интересно, можете поставить на паузу, почитать. Каждый авиатор должен глубоко знать свою специальность, четко исполнять возложенные на него обязанности и глубоко сознавать степень ответственности за результат своего труда. А здесь, похоже, был пожар. Это вообще что? Кстати, жаль, на дверях не сохранились наименования помещений. Но я думаю, это все были учебные кабинеты. Еще один кабинет. Парта. Политическая карта мира. Ладно. Здесь, оказывается, висят датчики. Я их только сейчас заметил. Датчики все-таки работают, моргают. Буду отсюда выбираться, пока меня не сцапали. Только-только я собрался вылезать, как заметил, вокруг здания ходил охранник с фонариком. Еще подъезжала машина. Сейчас вроде все стихло. Вроде никого нет. В общем, переждал я минут 10. Благополучно вылез. Все хорошо. Вот они. Красавцы. Только крыльев уже нету. Аэрофлот. Внутри практически пусто. Самолет Ан-2. Впервые он полетел в далеком 47-м году.
Закрыто. Ух ты! А вот там внутри уже все целое. Надо как-то попасть внутрь. Надеюсь, я пролезу в это окно. Вот я и внутри. 3 ряда сидений. Здесь сзади был технический отсек. Включение света в туалете и в хвостовом отсеке. Туалет почему-то закрыт. В полете дверь не открывать. Просто удивительная находка. Надеть привязочные ремни. Отстегивать ремни, вставать с мест, ходить и курить в самолете запрещается. Я просто в настоящем самолете вот так вот еще никогда не сидел. Рули вместе двигаются. А сколько тут разных приборов было. Кстати, они светятся в темноте. Так же, как и приборка дизельного генератора в бункере. Метры высоты. Компас, наверное. И это тоже регулировка громкости. Это невероятно. У меня родственник, дедушка моего племянника, как раз во времена Союза был пилотом. Возможно, летал как раз на таком самолете. А сегодня, к сожалению, его уже нет с нами. 3-й самолет выглядит так, как будто он мог бы полететь. Закрыто. Впрочем, я думаю, там все то же, что и было в прошлом.